даже если в Москве взорвется Сармат и Москву сравняет с землей, то, в общем, ничего не поменяется. Делайте, что хотите, но люди должны быть заняты, да, люди должны быть заморочены. Практически каждую секунду, когда приходит какой-то СМС, я ожидаю похоронки. Потребитель сел на задницу ровно и, что называется, мелко мочится. Все, сносить к чертовой матери. Доходим до границы с Польшей, здесь селим наш какой-то там бурятский народ, а Киев назначаем там какую-нибудь партию «Едим Россию». Все. Друзья, гостем моего нового интервью для Варламов Ток стал Дмитрий Потапенко, блогер, бизнесмен и радиоведущий. Мы с Дмитрием обсудили экономическую ситуацию в России, бизнес в условиях санкций и внезапный рост курса рубля. Кстати, не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, если до сих пор этого не сделали. Ну, во-первых, да, привет, рад тебя видеть. Я тоже тебя рад видеть. Слушай, ну обсуждать мы с тобой будем экономику, то, что происходит. И первый вопрос, который возникает у людей, у меня тоже отчасти, да, вот разные экономисты, разные эксперты в самом начале, как война началась, они пугали какими-то катастрофическими последствиями. Даже Байден не удержался и сказал, что у вас уже доллар сейчас будет по 200, значит, люди побежали что-то куда-то менять, выводить, прятать, что через несколько месяцев должен был начаться просто вот крах и ужас. Но сегодня там большинство людей, они, ну, наверное, не чувствуют, что что-то идет не так, они не чувствуют последствий санкций. Кроме того, глядя на укрепляющийся рубль, многие испытывают даже прилив и какое-то приятное возбуждение и прилив какого-то патриотизма, что вот, оказывается, все было не зря. Как ты оцениваешь ситуацию в экономике и как ты вот прогнозируешь, что будет дальше? Почувствуют ли люди последствия? Давай все-таки разделим. Дело все в том, что когда там в первой неделе никто не очень понимал, даже академические экономисты не понимали, какова будет глубина, во-первых, санкций, какова будет длина так называемой спецоперации. У всех был расчет абсолютно, у всех сторон, что у Америки, что у Евросоюза, что, судя по всему, у самой Украины, что все это продлится, условно говоря, там от недели до 10 дней, Киев пойдет, Зеленский сбежит и будет всем мировое счастье. Потом Украину аккуратненько разделят, и вот оно, счастье наступило. До последнего никто не верил в реальную военную операцию или войну, если быть правильным. Вот, поэтому я не могу сказать, я в этот день, 22-го, я прилетел в Прагу, я как раз 24-го должен был вылетать в Москву. Могу сказать, что для меня было, например, самого непростое решение возвращаться в Москву. То есть я там разговаривал со своей семьей, потому что, ну, волею судеб я видел уже не одну войну, и я прекрасно понимал, что... И я, собственно говоря, написал об этом в первый же день пост, пока еще тогда не было запрещено употребление слова «война». Поэтому, когда началось вот постепенное какое-то закручивание гаек, у меня не было и до сих пор нет ни малейшего даже расчета, что будет какая-то обвальная часть. Несмотря на то, что я даже в своих прогнозах говорю, что самый переломный момент будет июль-август, такой ситуации, как было в 1998 году, когда произошел реально быстрый обвал, а потом достаточно быстрый отскок, такой ситуации не будет. Причин тут несколько. Причина первая. Те, кто управляли Россией в 1998 году, это были по большей частью теоретики и романтики. Те, кто управляют сейчас Россией, это прожженные циники и прагматики. Поэтому они по-другому будут в том числе проходить этот кризис. Касаемо курса так называемого рубля. Сегодня, пока мы с тобой сейчас говорим, курс опустился до 56. И в ближайший месяц, по моим расчетам, он может снизиться еще, то бишь курс доллара может просесть. Связано это с несколькими факторами. Когда мы сейчас с тобой пишем, завтра, например, должна быть отозвана либо не отозвана лицензия на выплату по облигационным займам.
Скорее всего, нам продлят эту лицензию, потому что то, что я вижу, идет предметный абсолютно торг. Из разряда Россия выпускает украинское зерно, а Америка продлевает возможность расплачиваться России по облигационным займам. Поэтому по большей части, даже когда я смотрю анализ классических академических экономистов, он был построен, действительно больше на эмоциональном фоне, потому что, я считаю, ничего здесь в этом зазорного нет. Я тебе могу сказать, что я, например, каждый день, по сути дела, просыпаясь, большую часть эфиров, которые я веду, или отвечаю на вопрос, каждое утро я себе пересобираю, потому что я этого не скрываю, что практически каждую секунду, когда приходит какой-то СМС, я ожидаю похоронки. И для меня это достаточно болезненно. Я в таком состоянии никогда не жил, и самому приходится сначала себя разбирать, оставлять вот эту часть с потенциальными похоронками, которые могут прийти мне, и собирать, чтобы была трезвость ума. Поэтому эмоциональная часть тех экспертов, о которых ты говорил, я ее понимаю, и я не могу кинуть камень в их огород. Для той второй России, о которой ты сказал, ты, в отличие от меня, куда больше, поскольку ты занимаешься урбанистикой, ты много проедешь. У тебя же хорошие есть репортажи про ту же Воркуту. Я эти города-то видел как промышленник, как экономист, как предприниматель. Там тот же Бодайбо, я еще при советской власти ездил, и я понимал, что такое Колыма тоже при советской власти, и как выглядит Магадан при советской власти. То есть у меня каких-то иллюзий нет, но ты это художественно описал, будем честны. У меня такого слога нет. Поэтому вот та Россия, о которой ты рассказывал, с засранными дорогами, с отсутствием работы, с разваливающимися домами, для нее не просто ничего не изменилось. Для нее, на мой взгляд, даже когда поменяется власть, а она поменяется, для них это останется, грубо говоря, пришли большевики, они до сих пор могли бы жить еще лет 20 при царизме и не знать о том, что царя поменяли. Твои репортажи показывают куда больше, чем могут рассказать экономисты, что есть достаточно такая европеизированная часть, не очень большая России, это Московия. Я, когда экономический анализ делал еще 20-30 лет назад, я делил страну, я называл государство Московия, государство Санкт-Петербурге, доуральские регионы, зауральские регионы и Дальний Восток. У меня было прямо четкое разделение именно в таком контексте. Тут даже тебе вопрос-то задавать не надо, просто можно повесить ссылочки на все, что я сейчас проговорил, и там будет понятно, что в этих регионах, даже если в Москве взорвется Сармат и Москву сравняет с землей, то, в общем, ничего не поменяется. На этой неделе у меня вышел ролик о коммунальных квартирах Петербурга. Я показывал, в каких ужасных условиях обитают жители коммуналок. Но в ролике были и шикарные примеры восстановленных квартир. Таких квартир, кстати, очень мало. Но есть и бывшие коммуналки, которые раскупили, сделали из них студии с обычным ремонтом и нормальными условиями для жизни. Многие из этих квартир прямо сейчас сдаются на сервисе Суточно.ру и ждут туристов, которые приедут смотреть на белые ночи. Если вы тоже хотите погулять по ночному светлому Петербургу, поторопитесь, белые ночи уже начались, а самый пик будет в июне. Кстати, если до этого вы уже бронировали квартиру в Петербурге через Booking или Airbnb, возможно, на Суточно.ру вы найдете свои любимые места. После ухода из России западных сервисов Суточно.ру дал возможность владельцам апартаментов и отелей перенести к себе объявления вместе с рейтингом. А если Петербург вам не интересен, возможно, вы захотите съездить в Сочи, Казань, Калининград или Кисловодск. На Суточно.ру есть много предложений как в таких популярных городах, так и в небольших поселках Дагестана, Карелии и морских курортах. Некоторые мои знакомые уже пользуются сервисом Суточно.ру во время путешествий по России. Если вы тоже соберетесь в поездку и будете бронировать жилье на Суточно.ру, воспользуйтесь моим промокодом Варламов. Он даст вам скидку 1000 рублей. Кроме того, сейчас при бронировании можно получить кэшбэк до 30%. Ссылочка на Суточно.ру будет в описании к ролику. Сколько Россия
может существовать, то есть если этот конфликт затянется, да, сколько Россия в условиях нынешних санкций может как-то функционировать вот в таком состоянии, когда большинство там не замечает, что происходит? Ты знаешь, я считаю, что практически всегда, вечно. Ты и я, ну прости уж, я буду немножко тыкать в тебя и в себя пальчиком. Ты и я относимся ну, хоть и разница у нас там по возрасту, к условно-среднему классу. Средний класс имеет все-таки какое-то представление о том, как выглядит за граница. Тоже не мне тебе рассказывать, что всего там 6 миллионов выезжало за границу как таковую, имеет там 6 миллионов загранпаспортов. Для большей части поездка в какой-нибудь, не знаю, там, курорты Краснодарского Крыма — это практически поездка как в другую вселенную. Почему, собственно говоря, там воруют, мародерствуют с машинками? Понятно, что просто надо посмотреть, опять-таки, подрезать кадры твоих репортажей, и все понятно. Потому что это стиралка — это действительно... Ну, это 21 век, потому что сколько у нас там теплых туалетов? У нас 25% имеет, остальное не имеет. У нас всего 16 городов-миллионников, всего 16, в Китае их 300. И ну, у нас идет очень резкая абсорбация в эти города всего так называемого сельского населения. А территория-то России пустынна. Поэтому здесь социальное развитие, поскольку оно настолько деградационно было до этого, с очень такими небольшими вкраплениями, которые, конечно, там бывают, но они на общем фоне настолько теряются, мы можем жить в этом состоянии вечно. Это сейчас чувствует на себе так называемое санкционное давление, которое на самом деле зачастую неправильно. В основном как раз средний класс, который наиболее условно настроенный, миролюбиво и условно на европейские какие-то там или цивилизационные ценности, даже не европейские, а цивилизационные ценности. Все остальные, господи, Балтика-3 в лучшем случае или там Бояршник, он же не из воздуха берется. Почему люди пьют в Бояршник? Потому что надо уйти в другую реальность. Поэтому тут... Никаких потрясений для меня вот с точки зрения какой-то картинки, почему так происходит, я, например, я их воспринимаю вполне естественными. Ну, Америка, она обещала сокрушить российскую экономику, там Байден не один раз это повторял. Получится ли вот нынешними санкциями российскую экономику сокрушить? И как это крушение, опять же, может выглядеть? Нет, это исключено. Для того, чтобы произошло сокрушение, нужно сокрушить, по сути дела, не очень, то есть очень узкую, но очень специализированную часть. Как ты знаешь, у нас порядка 25% бюджета закрыто. Вот все те санкции, о которых говорят еврочиновники, тот же Байден, я уже многократно выступал, в том числе и на зарубежных, как говорится, каналах, и я им говорил, что российские и зарубежные чиновники, они очень похожи. Если российские чиновники придумали Россию, в которой абсолютно все есть и все, как говорится, колосится, то зарубежные чинуши придумывали себе Россию, в которой присутствует некое мифологическое достаточно существо под названием гражданское общество, мифологические какие-то олигархи и там условный кровавый Кремль. Я им стараюсь объяснить, что если вы не будете изучать реальную Россию, она, на мой взгляд, она является феодальным государством, управляемой генерал-лейтенантами, то рассчитывать, что вот те санкции, которые вы объявляете, которые бьют исключительно по среднему классу, что вы каким-то образом затронете вот эти 25% военного бюджета, которые, в общем-то, и осуществляют ту самую часть агрессии, а вы бьете по 75% другой России, то, в общем, я как-то достаточно скептически отношусь к антивоенной операционной коалиции, которая делает то, что называется ошибочное государство. Я с большим пиететом отношусь к частным антивоенной операционной коалиции, которую делают как раз частные компании, которые по разным причинам, по экономическим, по идеологическим,
блокируют те или иные, соответственно, движения в сторону России. Вот к частникам, но это вообще я вижу все больше и больше поползновений за последние 4 года, что частные крупные финансово-промышленные группы начинают наконец-то понимать, что не государства управляют миром, и не должны то, что ошибочно называют государством, управлять миром, потому что все чинуши, начиная с еще до того, как организовался COVID, в общем, показали свою полную неэффективность. И сейчас, с точки зрения противостояния, они показывают точно такую же абсолютную неэффективность. Я к еврочиновникам и там, соответственно, чиновникам из НАТО отношусь исключительно как к сопляжуям, потому что если бы, условно говоря, безумцем был бы я, то мои бы танки стояли бы в Лиссабоне, потому что то, что они могут противопоставить, ну, господи, сейчас все закрывается, в общем, телами украинцев, которые реально, попросту говоря, отпахивают, и каждую секунду, в которой мы разговариваем, по сути дела, она полита кровью абсолютно невинных воинов, матерей, дочерей, ну и так далее. А НАТО в этом смысле сопляжует. Что, по-твоему, хорошо, если бы ты был не безумцем, который собрался на танк ехать в Лиссабон, а если бы ты сидел там в Брюсселе или в Вашингтоне, и у тебя стояла бы задача остановить Россию, какие санкции могли быть действительно сокрушительными для России, для российской экономики? Ты знаешь такую тезу, а где вы были 8 лет? Я ее очень хочу поддержать. Сейчас поясню, в каком контексте. Дело в том, что можно найти ролик, когда я был на РБК, тогда еще РБК, в общем, это обсуждал, там обсуждали, как можно прокормить Крым, и я совершенно открыто сказал, что, ребята, если бы какой-то условный Запад хотел хоть сколь-нибудь повлиять на условный Кремль, то тогда, 8 лет назад, а на самом деле еще раньше, когда еще был осетинско-грузинский конфликт, то тогда должны были быть, первое, запрет на работу с внешним долгом, как с будущим, так и с предыдущим. Второе, отключение свифта. И третье, самое главное, это работа с российскими углеводородами. Сейчас Евросоюз обсуждает, что он может за 2,5 года слезть с российских углеводородов. На самом деле это все пока только гипотетически он может слезть. Внимание, вопрос. Отматываем хотя бы на 8 лет назад. Что мешало 8 лет назад это сделать? То есть у меня здесь нет никакого пиетета к тому поведению, которое есть. Сейчас прошло 3 месяца, 3 кровавых месяца. Погибло очень много людей с обеих сторон. Это невосполнимые жертвы. Я говорю, для меня вот каждый погибший, это прямо серпом, что называется, по причинным местам. Потому что это не родившиеся дети, это погибшая российская экономика, погибшие даже можно не обсуждать, то же самое со стороны Украины. Ключевой вопрос, ребят, вот вы 3 месяца менжуетесь, вы там пишете какие-то планы, а вы не сделали, на мой взгляд, 2 даже простые вещи. Первое, у вас должен быть единый платежный центр, чтобы на вас не было давления. Вы его не организовали. Вы только все трындите и трындите. И в итоге вас, в общем-то, разводят на то, что вы открываете какие-то левые счета, пусть они, конечно, и не рублевые, но они все равно, в общем, дают возможность давления. Второе. Вы не сделали единого оператора, который заполняет последовательно хранилище, чтобы к зиме вы подошли готовым. И третье, самое фундаментальное. Вы не изменили энергетическую парадигму, потому что сейчас идет война энергетическая. Это именно Ангела Меркель закрывала немецкие атомные электростанции. И от того, что сейчас вся Европа пересаживается с так называемого, пока что пробует, она этого еще не сделала. И сделает ли большой-большой вопрос, потому что если играть на стороне Кремля, то надо четко себе понимать, что то, что будет делать Кремль, совершенно понятно. Он будет подкупать партии, чиновников и будет делать это великолепно, потому что он это умеет делать. Соответственно, вы не открываете новых контрактов по ядерной энергетике. И рассчитывать, что вы вытащите это все на СПГ, на мой взгляд, и Евросоюз, и Соединенные Штаты, в общем, идут по логике либо Ишак сдохнет, либо Спадишах сдохнет. Ну, то бишь, либо Украина пойдет, либо произойдет смена власти в России.
А они, в общем, в это вписываются, ну, как по логике старого еврейского анекдота. Если у нас возникают проблемы, и их можно закрыть деньгами, это не проблема, а расходы. То бишь они вписываются вот очень дистанционно. Я не очень люблю оценивать, знаешь, как это называется, политические заявления. На мой взгляд, это все болтовня. Что мы единым фронтом, мы там будем сокрушать, все это болтовня. Меня интересует, что вы делаете. Поставка вооружений, ребята, будем честны. На сегодняшний день почему невозможно быстро переучить воинов на новое, очень высокотехнологичное оборудование? Никакие курсы взлет-посадка 2 недели не дадут возможность профессионально управлять этим оборудованием, как бы этим ни хотелось. Украинская армия построена исключительно на российском вооружении. Именно поэтому она им великолепно управляет. А в критической ситуации человек должен работать на рефлексах. А с учетом того, что приходит зоопарк из вооружений, ну то есть оно очень разнообразно, то это должна быть разнообразная подготовка, соответственно, военного персонала. И управлять таким зоопарком практически невозможно. Поэтому, в общем, территория теряется одна за другой. Будем честны, что на сегодняшний день там, в Мариуполе уже работает МЧС. По сути дела, там до сухопутного коридора осталось не очень много. Следующая итерация — это блокировка, соответственно, украинских портов. Вот там не надо быть военным стратегом, чтобы понимать, в какую сторону будет двигаться как одна, так и вторая страна. Как ты думаешь, санкционное давление со стороны Запада будет ли продолжаться и какие санкции еще могут они ввести? Оно будет продолжаться, но, на мой взгляд, это будет, знаешь, такая документарная история. Потому что ключевое — от нефти и газа быстро они не откажутся. Это 2-2,5 года, это в лучшем случае, прямо в лучшем случае. А Россия будет очень достаточно, то есть неплохо будет разбивать эту коалицию. Поэтому вот все эти санкции, я к ним отношусь, крайне, говорю, например, завтрашний день, это реально завтрашний день. По большому счету, должна быть достаточно жесткая позиция, должна быть позиция, что лицензию не продлеваются, и это приведет к дефолту. Да, есть другая часть марлезонского балета, за это Россия заблокирует вывоз всего урожая из украинских портов. Но пока идет торговля. А раз идет торговля, это означает, что люди перейти критическую черту не готовы. И все закончится, либо Ишак сдохнет, то есть либо Украина пойдет по причине того, что просто перестанут существовать бойцы, которые смогут оборонять ее, и она перейдет под раздел. Либо, соответственно, в России произойдет в результате того, что действительно ухудшается положение, в первую очередь, военно-политических элит, произойдет смена власти. Как ты считаешь, реальна ли сегодня угроза глобального продовольственного кризиса? Скажем так, она реальна для Африки. Это да. Рассчитывать на то, что это будет на территории Евросоюза, России или Юго-Восточной Азии, скорее нет, чем да. России-то, понятно, нет. У нас... Нам хватает всего абсолютно, да. На Штаты хватит. В Африке, да, возможно. Потому что, мой товарищ Аркаша Злачевский, это президент, соответственно, Зернового союза. Я с ним поддерживаю всегда отношения. Мы многократно обсуждали, он еще плюс великолепный фотограф, просто фантастический, у него такие альбомы просто классные. Я с ним абсолютно согласен, когда мы обсуждали, что Африка за счет в том числе и гуманитарной помощи сильно избалована, ее не вели в сторону интенсивного земледелия, выращивания в том числе и на своей территории большей части продукции. Я прекрасно понимаю, слушай, если тебе все дают или важно просить гуманитарку, то зачем тебе, в общем-то, работать? Она может оказаться в черте голода достаточно серьезным. В этом году, да, возможен. Но Европа, Россия, Китай, Индия, Штаты — нет. Все будет хорошо. Насколько, интересно, как ты оцениваешь в случае затягивания всего этого конфликта применение ядерного оружия? Ты знаешь, я думаю, что это маловероятно, потому что все-таки ядерное оружие — это оружие такого последнего, это действительно оружие судного дня, что далеко ходить. У нас с тобой на нашей памяти была
Чернобыльская катастрофа, которая дошла до Норвегии. Прекрасно понимаю, как запускаются ракеты. Это не какой-то один приказ, а это минимум там огромное количество согласований, скажем так. Яркий пример тому воздушный парад, который отменили. У меня прямо в первый же день, я, собственно говоря, там обсудил со своими коллегами, я понимал, почему самолеты не полетели над Кремлем. Все офицеры, которые проходят по Красной площади, их многократно проверяют Федеральная служба охраны. Танк, если вдруг у кого-то возникнет какая-то суицидальная мысль, это долгая история. Можно увезти кого угодно, куда угодно. Это я говорю как человек, который достаточно долго был телохранителем высокопоставленного лица. А вот спикировавший бомбардировщик — это зона поражения как минимум 100-150 метров. Летчик при этом особо ничем не рискует, потому что, направив в ту или иную точку, соответственно, самолет, помимо того, что это чисто давление массы, плюс это топливные баки, которые 100-150 метров точно гарантировано уничтожение вообще всего и вся. С ядерным потенциалом точно такая же история. Если ты нажимаешь кнопку, то это, по сути дела, вернее, отдаешь приказ, то это прямой путь к перевороту. Окей, вернемся к более реальным историям. Сейчас, как ты знаешь, там многие компании из России ушли, высвободились ниши. Насколько сегодня Россия может быть привлекательна для начала какого-то бизнеса, для вот малого, там, среднего предпринимательства, потому что, может быть, это как раз вот тот самый шанс, о котором нам рассказывали по телевизоре, что вот сейчас импортозамещение, все дела, сами будем все делать, и, может быть, это как раз вот просто идеальное время, чтобы начать сейчас свое дело. Обычно после фразы того, что ушли компании и высвободилась ниша, забывают произнести следующую фразу, которая также следует вслед этой фразы: высвободилась в том числе и от потребителя. Вот как только ты произносишь фразу полноценно и говоришь о том, что ушли компании, высвободились ниши, но и ушли в том числе и потребители, то есть от того, что потребитель остался на месте, физически сидит попой ровно, это не означает, что он тут же со страшной силой начал искать какой-то товарозаменитель. Самый простой пример того же самого набившего оскомину — это Макдональдс. Есть компания-конкурент, это Бургер Кинг, и что-то я пока за все эти 3 месяца, когда простаивал Макдональдс, я не видел, не знаю, менеджеров Бургер Кинга, ходящих с транспарантом: наконец-то наша выручка и прибыль удвоилась. Потому что ушла эта тварь под названием Макдональдс. Это было бы логично. Что произошло за последние 3 месяца? Потребитель, у нас с тобой рухнули на 80% продажи автомобилей. Более того, оставшиеся 20% это завершенные сделки предыдущих периодов. У нас на те же 80% рухнули продажи новостроек и недвижимости. 100 торговых центров встали под продажу. У нас полностью закрылась, по сути дела, кинопрокатная отрасль. Поэтому, конечно, для малого и среднего бизнеса открылись офигительные возможности. То есть можно торговать пирожками. Поэтому здесь ключевое, от чего избавилась Россия за последние 3 месяца, это от потребителя. Потребитель сел на задницу ровно и, что называется, мелко мочится по причине того, что об этом я говорил в самом начале, еще в марте месяце, что ключевым вопросом будет безработица. Она сейчас есть, она колоссальная, она просто скрытая, потому что когда не работает конвейер, ему какой-то дядя там выплачивает, неважно, там месяц-два, это означает, что компания полностью неэффективна, потому что в следующем месяце, в 3-м, например, выпущенная эта машина должна стоить в 3 раза дороже по причине того, что этот простой должен быть заложен в будущую изготовленную машину, трусы, носки и все остальное. Более того, я тебе могу сказать, что примечательно, конечно, появилось, то есть из АПшки зашло немеренное количество бабла. Если ты посмотришь, у нас появилось огромное количество старых пердунов с немытой башкой, в очках, с рубашками «Прощай молодость», которые стали военно-обзорными экспертами. Но если раньше были у нас инстасамки, которые, честно скажу, что это не мой, конечно, там
контингент, но они, по крайней мере, вызывали чувство улыбки, и они неплохо выглядели. То сейчас появились вот эти военно-обзорщики, которых такое ощущение, что из нафталина вытащили, и вот они там в истеричном припадке, забыв принять основные таблетки, начинают рисовать контурные карты, как рисовали в детстве. И зашло хорошее количество бабла в эту часть. Сохранить репутацию нельзя, честь на старости лет нет. Спиться потом или там, соответственно, истерить где-нибудь, да я же вам говорил, что под Волновахой было, да, возможно. В этом смысле малый бизнес может развиваться. Как ты видишь возможную смену власти в России? Я все еще говорил до спецоперации, что это будет следующая итерация, это военная хунта. У меня никак, и знаешь... Ты думаешь, военные придут? Да. Ну, то есть никакая оппозиция, как бы я тепло к ней не относился, даже близко, как это... Я, по-моему, песня Макаревича была. Вы же, как это... Вы же сопливые мальчики, вы же стрелять не будете. А те, кто должны прийти на смену, должны быть готовы утопить все в крови. У меня, мои, к сожалению, и ты знаешь, я вот сколько разговариваю там в разных кабинетах с разными погонами, очень высокими. Я с каждым днем убеждаюсь, что боюсь, что мой сценарий прямо идет все, мы все к нему ближе и ближе. А насколько близко? От полугода до полутора. К сожалению, я не могу сейчас более конкретизировать, потому что власть свергает себя своими руками очень интенсивно. Я, честно говоря, 24-го не предполагал, что будет такая глупость. Ты же знаешь, у меня есть такая рубрика «Советы идеального зла». Я навсегда натаскиваю на себя вот эту, стараюсь представить себя в роли тирана. Тиран из меня хреновый, получается. И что бы я бы делал бы там? Я бы, наоборот, ездил бы по ушам всему Евросоюзу и китайцам, я бы растягивал систему газопроводов, я посадил бы их всех на фундаментальную газовую и нефтяную иглу, я везде бы по-тихому в небольших государствах менял бы режимы на подконтрольные себе и делал бы себя императором, ну, куда более так, не то что более цивилизационным образом, а более мощным, потому что после моей смерти бы эта империя бы сохранилась. А просто тупо войти на чужую территорию, ну, это просто стрельба из пулемета себе в голову. Ты думаешь, решение вот это Путин принимал единолично, да, или это было какое-то коллективное? Я считаю, что единолично. Я считаю, что единолично, потому что совбез, который был вызван, и когда там у всех тряслись губы, ну, я кого-то из совбеза, будем честны, и знаю лично, и они разные, то есть они многие партноменклатурные еще из советской эпохи чиновники, они именно чиновники, а у них их имперскость заканчивается исключительно в текстах. То есть прокричать текст не вопрос. Они привыкли, как это, при советской власти кричать любые тексты и совершенно другое делать и говорить на кухне. Но они прекрасно понимают, что вот сейчас, например, будет чистка среди них. Почему очень многие из них едут на сопредельную территорию, потому что показать такого рода лояльность. А это тоже ни хрена не срабатывает, когда вот Володин говорит, а что вы катаетесь на Донбасс-то? Вы должны, это не повод пропускать этих. И у всех нету системы координат. По какому признаку начальник начнет делать отстрел и кого обвинит в жопе, которая произошла? А то, что обвинит, это железобетонно. И нужно не попасть под раздачу. А критериев нету, вот этих KPI-ев нету физически. И это плохо, он буробит сам в себе. Он даже с ближним кругом общается там через 10-метровый стол. И это всех как раз и цепляет, что если бы начальник сказал, что там Украина все нахрен, все зачистить, все ядерным ударом, быстро, я не понял, почему это не сделано. А такой команды нет. Потому что оно идет вялотекуще. Вот сейчас мы с тобой через 3 месяца пришли к тому, что идет абсолютно перестрелка позиционная. С одной стороны летят снаряды, с другой идут снаряды. А команды жесткой, вот как в том анекдоте, что называется, в морду никто не дал. Кого-то там не сняли, то есть это растерянность. И эта растерянность,
она играет против начальника, чем на его как бы сторону. Он должен либо быть тираном до конца, но сейчас это будет вызывать ощущение слабости, и это против него. Подожди, то есть ты подтверждаешь вот этот вот тезис, что хотели бы взять Киев за неделю, взяли бы, просто Путин жалеет людей? Нет. Не взяли бы, мы не взяли бы чисто технически. Просто дальше не развивается операция именно по причине того, что дальше нужно по формальным признакам, нужно говорить, что любыми средствами надо продвигаться активно. А сейчас активности нет. Ну, то есть сносить города, да. Как Мариуполь, сносить Харьков. Да, просто ковровыми бомбардировками, просто убирать любыми средствами, чтобы дойти. Ну, все равно уже приперли к стенке, все уже, предмета обсуждений нет. Ну, я же говорю, советы идеального зла. Если бы я был тираном, вот этим обезумевшим, то все сносить к чертовой матери. Доходим до границы с Польшей, здесь селим наш какой-то там бурятский народ, Киев назначаем там какую-нибудь партию «Едим Россию». Все. И почему Путин не дает такой приказ? Он что, боится? Я думаю, что просто, знаешь, устал и политической воли нет. Это в том числе это является очень важным сигналом для окружения. А ты думаешь, люди внутри России поддержали бы такой приказ, если бы вот завтра... потому что у меня складывается впечатление, что судя по тому, если мы вспомним, например, там роддом в Мариуполе или драмтеатр, или Буча, то есть на какие-то такие вот истории, которые выливаются из нормы вот их там пропаганды, и их начинают обсуждать, они как-то очень нервно реагируют, и видно, что их это беспокоит. Они хотят и на внутреннего потребителя объяснить, что мы не людоеды. Всем хочется быть красивым, но для этого существует для этого существуют другие прокладки. Ты их прекрасно знаешь. Скобеева, Киселев и же с ним. И у них работа такая. Они будут обрисовывать, они будут отрабатывать, что ковровые бомбардировки произошли не потому, что был отдан приказ, а потому что там скрывались боевики, они заложили фугасные заряды в жилые дома, наши мирные, соответственно, самолеты пролетали мимо. А поскольку проклятые укробандеровцы не хотели сдавать свою и выйти с поднятыми руками, они взорвали мирное население. Вот тебе и вся, как говорится, несложная пропагандистская картинка. Ну, в таком контексте, опять же, вполне вероятен тактический ядерный удар. Он просто, понимаешь, тут есть маленькая ремарка, пятно отнесет к нам. Тут нет, в такой картинке должны быть ковровые бомбардировки. Окей, раз мы обсуждаем, что мы тираны, я тоже возьму немножко часть твоего костюма. Началось, Етишкин кот. Мерзость должна быть одна у нас в кадре, это я. А ты должен быть хороший. Есть ракеты, которые уничтожат весь мир, есть довольно тактическое оружие, которое с небольшим радиусом действия, просто для демонстрации, что мы готовы его применить, и при этом мне кажется, что это удар будет нанесен не по Украине, а, например, по Польше, по какому-нибудь чистому полю, можно сказать, что там склад оружия, и мы показываем, что невыгодно. Мы готовы. Все равно нет, загрязнение, слушай, все, что касается ядерной этой требухи, человечество до конца еще, в общем-то, не изучило, как все это дерьмо распространяется. Поэтому и Фукусима, и Чернобыль, почему наших сдернули с Чернобыля, на мой взгляд, вот уверенности нет ни у кого. Ковровые бомбардировки, но норм. Да, мне нравится то, что ты говоришь слово «невыгодно» как аргумент в ситуации, где мы видим на протяжении 3 месяцев какие-то абсолютно абсурдные и необъяснимые. Я поэтому и очень плохое идеальное зло. У меня ж в совете идеального, в моей рубрике «Советы идеального зла» я идеальное зло, понимаешь? Я идеально расчетливое зло, я мыслю рациональными мотивами сохранения собственной империи. Я хочу эту империю расширить и быть всемирным идеальным злом. А, к сожалению, зло, которое мы видим, оно тупорылое зло. Поэтому идеальное зло проигрывает тупорылому злу. Сейчас начался дележ, какая область, какой регион берет шефство над тем или иным регионом или областью на оккупированных территориях в Украине.
Собственно, вопрос, хватит ли России сегодня сил восстанавливать те территории, которые, я так понимаю, скоро они собираются в состав России включить. Херсонская область, ну, понятно, вот, ДНР в границах Донецкой области, они там на Запорожье, да, там заходят. То есть хватит ли у нас сил все это дело восстанавливать? А это не надо восстанавливать, подожди, это неправильный посыл. Опять-таки, советы идеального зла. Надо сделать очень хорошую демаркационную зону, то бишь заминировать, ну там, условно говоря, шириной хотя бы метров 100-150 новую государственную границу, поставить ракетные базы по этой границе, а эту территорию просто очистить от собственных, как говорится, ресурсов и там ничего не восстанавливать. Ну, самый примитивный пример — Азовсталь. Еще когда я ездил на Украину, у меня было там в среднем 3-4 выступления в бизнес-сообществе. Азовсталь — это такое советское наследие, которое в целом оно должно было быть снесено очень давно. Я понимаю, почему, например, Ахметов тот же, я его лично говорю, не знаю, я пересекался несколько раз на конференциях, я его так зрительно видел. Я понимаю, то есть у меня нет никакого там финансового интереса или там пиетета. Я понимаю, почему он особо не вкладывался, понимаю, почему там были огромные загрязнения, потому что при советской власти этот Азовсталь было построено не в нужном месте, не с нужными технологиями. Даже вот те катакомбы, которых мы обсуждаем, это вообще такая архаика, как говорится, первых времен пятилетки. И в 21 веке Азовсталь не должно существовать. И восстанавливать ее совершенно бессмысленно. И точно такая же история про восстановление большей части жилья. Жилье восстанавливается только тогда, когда есть работа. А если ты делаешь просто из захваченной территории демаркационную зону, то нужно просто сделать хорошие укрепрайоны, но по жилье восстанавливать исключительно в рамках казарм. Восстанавливать не надо ни при каких обстоятельствах. То есть Мариуполь и другие там города, они потом восстановлены не будут? В этом нет никакой необходимости. Надо делать демаркационную зону. Там должны быть казармы, военные базы, а большая часть оставшихся граждан должны быть припаханы в качестве вольнонаемных на подсобных работах, и все. Зачем-то там какая-то иная жизнь, скажем так. То есть сейчас работает там МЧС там просто старается поддерживать какие-то первичные, восстанавливать электроснабжение, газоснабжение где-то там. Хорошо, смотри, даже если территории не восстанавливать, все равно там нужно платить какие-то зарплаты, пенсии, пособия. В качестве вольнонаемных, которые на военной базе. Все абсолютно. Как в Калининграде. Да, там нужно довольно все эти вот гарнизоны поддерживать, снабжать и так далее. То есть это появляется какая-то новая, непонятная, большая статья расходов. Бюджет потянет или не потянет? Потянет, конечно. Но у нас до 25 сместится, условно говоря, до 50. У нас вообще в целом, если ты посмотришь, мы как бюджет, как подход к стране, у нас весь так называемый бизнес, он как маркетанты и до этого были при военных частях. И это неважно, крупный так называемый олигархический бизнес, точнее это финансово-промышленные группы, они маркетанты, все. Их дело погибать, снабжать налогами, а за это мы закрываем глаза на какие-то там их шалости, разрешаем им иметь яхты, дома и иметь доход больше среднеарифметического. Бизнес раскулачат на эти новые территории. Его просто передадут, подпишут каждого коммерса, я имею в виду из этих 114 условных семей, подпишут просто под большую часть расходов. И все. Какую безработицу ты на конец года видишь? Она будет нулевая, Илюш. Вся проблема в безработице за все эти 30 лет, сколько я в бизнесе, в разных ипостасях. Меня вызывали, когда я был генеральным директором, что Меза, что исполнительным директором Барнаульского, что я был коммерческим на Гамме или на витрине, соответственно, вице-президентом. Всегда вызывала в администрации, говорила, делайте, что хотите, но люди должны быть заняты, люди должны быть заморочены. И поэтому никогда не было такого, чтобы безработица была. Они всегда были в штате, всегда были на какой-то минималке.
поэтому безработицы не будет. А, в общем, то, что ты видишь по ротору, по автотору, извини, автотор, ну, несмотря на то, что это вроде как бы смешная такая мера, то, что они выдали по 10 соток, но по большому счету это разумный подход. Не, ну хорошо, но опять же говоря про те компании, которые уходят, там та же самая IKEA, да, она говорит, мы пока платим, потому что, я так понимаю, они еще надеются вернуться, но в какой-то момент они поймут, что вернуться они не смогут. Ну, они платят по другой причине скорее, потому что их, по сути дела, если ты 3 месяца, ты для того, чтобы подать на банкротство, тебе нужно, по крайней мере, 3 месяца. И поэтому они 3 месяца все держались и пока еще держатся, потому что мы находимся с тобой в мае. Но они же прекрасно понимают, что у них на другой чаще весов, то, что их, с ними будет произведен государственный гоп-стоп. Поэтому они сравнивают, условно говоря, поплатить еще там 3-4 месяца зарплату, ну там это приличные деньги, там, по-моему, 50 миллионов рублей, либо, соответственно, у тебя из твоего баланса выпадет имущество на там, несколько миллиардов рублей. Поэтому у них, когда у тебя бандит с ножом предлагает тебе, как говорится, либо пикай в глаз, либо в попу раз, вот по большей части они, как говорится, глаз стараются беречь. Ну, IKEA вернется или нет? Как ты? Я думаю, что они вернутся, просто это будет несколько другое. Ну, тут в целом вообще все, что касается эмбарго же зависит от того, готова ли противная сторона обходить его. Если IKEA кинуть на полное имущество, то не вернется. А если делать, как делают наши бандиты, что называется, их троллить, но не отбирать, то есть шанс, что вернутся. Ну, то есть здесь очень сильно зависит от того, как поведут себя наши бандиты. Я не исключаю, что они поведут себя глупо, потому что они тупорылые, они искренне считают, что все в их руках. Еще один вопрос относительно нашей авиации. Не знаю, сколько ты следишь там за тем, что там происходит. Вот, каннибализм. Тут вчера Bloomberg там рассказал, что скоро там самолет Аэрофлот начнет разбирать на запчасти. А в условиях этих санкций российская авиация, она как-то выживет или нет? А зачем? Тут ключевой вопрос-то зачем? Понимаешь, ведь мы с тобой первую часть... Ну летать кто будет? А зачем? Куда летать? Ну не будет никто летать, ничего страшного. Ты знаешь, у меня была какая-то беседа там в спортзале с дядькой, который чуть старше меня. Ну, когда я говорю, вот там Facebook, а он говорит, мне не нужен Facebook. А я говорю, вот машины. А у меня машина есть. А самолет? Да, я не летаю. Как только ты вживешься в шкуру среднеарифметического какого-нибудь человека, живущего в тех депрессивных регионах, откуда уходят наши пацаны, собственно говоря, а что он видел-то? Ну, я говорю, у тебя в репортажах очень много об этом. И когда ты даже просмотришь твои же репортажи с присадкой к сегодняшнему дню, они же очень пророческие. Ты же все показал. Ты показал людей. Ты прогнозируешь превращение России в какой-то гигантский Забайкальский край или в Тыву по уровню Да, жизни? конечно. Нищета, алкоголизм, высокая преступность. И при этом офигительные имперские амбиции. Потому что ящик будет, и все будет охренительно. И мы будем ты будешь в регион приезжать, они тебе будут говорить, Илюша, да что ты нам тут что ты нас засираешь-то? У нас, ты там из своей закормленной Москвы приезжаешь, московские хипстеры. У нас, да, конечно, говно дороги, но красное-белое есть. Бухнем, и вот там мы Америке всем елду покажем. Вот тебе будет что говорить в каждом среднеарифметическом регионе. Я думаю, что это таких бесед уже видел очень много. Ну что, на этой оптимистичной ноте я с тобой прощаюсь. Спасибо большое. Спасибо тебе.